Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим на достаточно интересную и волнующую многих начинающих любителей астрономии тему. Видно ли в телескоп лунный модуль? Поехали! В этом видео какими параметрами должен обладать телескоп для того, чтобы в него можно было увидеть лунный модуль, на что способны самые крупные оптические телескопы на Земле и кто получает фотографии лунного модуля с самой высокой детализацией на сегодня. Друзья, хотим напомнить, что наш канал посвящен тематике оптической техники, астрономии и микроскопии, поэтому если данные темы вам интересны, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите материалы, которые мы предлагаем. Я думаю, вам будет интересно. Видно ли лунный модуль в обычный любительский телескоп с Земли? Этот вопрос мы достаточно часто слышим в наших магазинах от начинающих любителей астрономии, которые сталкиваются с выбором первого телескопа, и им, конечно же, интересно знать, какие возможности предлагают модели любительского класса. Сегодня мы постараемся чуть поглубже, чем обычно, копнуть в корень этого вопроса и ответить на него. Итак, можно ли увидеть лунный модуль? Как правило, подразумевается миссия Аполлон-11, первая высадка человека на космическом теле вне Земли в телескоп с Земли. Различные группы астронавтов 6 раз высаживались на Луну, последний из которых произошел 11 декабря 1972 года. Однако наиболее известной, конечно же, первая, как одно из величайших достижений наряду с полетом Юрия Гагарина человека в области освоения космоса. В первую очередь отметим, что Аполлон-11 20 июля 1969 года прилунился на видимой стороне Луны, в юго-западной части моря спокойствия, то есть область, которая нас интересует в плане видимости, доступна для земного наблюдателя. Далее обратимся к теории. Если принять диаметр лунного модуля, он, кстати, имел собственное имя Eagle или в переводе Орел, для удобства расчетов возьмем его равным 5 метрам, что в принципе примерно соответствует действительности. С Земли он будет наблюдаться под углом, равным арктангенсу отношения 5 метров к 384 миллионам метров, то есть расстоянию от Земли до поверхности Луны. Угол этот будет составлять всего 27 десятитысячных угловой секунды. Для того, чтобы разрешить лунный модуль хотя бы в виде отдельной точки, отличимой от прочих деталей лунной поверхности, потребуется телескоп с диаметром зеркала, форма которого, кстати, должна быть очень точно рассчитана, равным 52 метрам. Если поставить такое зеркало на ребро, его высота будет равна высоте 16-этажного дома. Расчеты довольно грубые и не берут во внимание возможности современной адаптивной оптики, которая позволяет добиться гораздо большего разрешения при прочих равных. Но в целом суть нашего вопроса это сильно не меняет. Как вы понимаете, в магазине такой телескоп приобрести проблематично. Кстати, в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине оптической техники observer-msk.ru. Приобретайте оптику с Observer по выгодным ценам. Самый большой оптический телескоп, существующий на Земле, это Gran Telescopio Canarias, или сокращенно GTC, расположенный на вершине потухшего вулкана на острове Ла-Пальма в Испании. Он оснащен зеркалом диаметром всего 10,4 метра. Если говорить о планируемых проектах с крупнейшими оптическими телескопами, то к 2027 году к работе должен приступить чрезвычайно большой телескоп, сокращенно ELT, с зеркалом, состоящим из 798 отдельных сегментов с адаптивными механизмами, общий диаметр которого будет равен 39,3 метра. Как правило, подобные большие оптические телескопы предназначены для изучения объектов дальнего космоса, обнаружения экзопланет, исследования их состава, наблюдения за двойными звездами, черными дырами и другими экзотическими объектами Вселенной. Что же касается объектов Солнечной системы, то их в основном изучают различные межпланетные станции, искусственные спутники, зонды и прочие спускаемые аппараты. Кроме того, нужно понимать, что расчеты, которые мы привели ранее, справедливы для наблюдений в условиях вакуума и не учитывают влияние земной атмосферы, которая вносит свои серьезные коррективы. Дело в том, что при изучении звездного неба земной наблюдатель смотрит на него как бы сквозь своеобразный постоянно движущийся газовый океан толщиной около 500 километров, сильно мешающий разрешению мелких деталей, в частности
лунной поверхности. Исходя из этого, можно дать однозначное «нет» на вопрос о том, можно ли разглядеть лунный модуль в телескоп с Земли. Кстати, в Инстаграме мы опубликуем ответы на наиболее интересные вопросы от пользователей из комментариев к предыдущему видео. А на следующей неделе ответим и на самые интересные из них, возможно, оставленные именно вами, касательно темы сегодняшнего ролика – наблюдение лунного модуля Земли. Поэтому обязательно переходите в наш Инстаграм, будет интересно. Наиболее опытные астрономы-любители, использующие высокоапертурные телескопы, добиваются достаточно впечатляющих результатов при получении изображений Луны с разрешением примерно 1-2 км на пиксель. Оговоримся, что такие результаты достижимы только с применением техники фотосложения сотен, а порой и тысяч отдельных кадров, то есть потребуется очень серьезная обработка исходных материалов. При визуальном наблюдении глазами такие показатели, конечно же, недостижимы. Наиболее же детальные на сегодня изображения лунной поверхности, полученные наземным научным телескопом, серия снимков лунного кратера Тихо и место посадки миссии Аполлон-15 с разрешением 5 на 5 метров. Данные снимки получены с помощью радиотелескопа, внимание, не оптического, обсерватории Green Bank или сокращенно GBT в Западной Виргинии, оснащенного новой технологией преобразования радиолокационных сигналов в изображение. Причем снимки эти были получены в связке с телескопами комплекса Very Long Baseline Array, расположенных по всей территории США. Для получения подобных снимков потребовалось применение специального дорогостоящего оборудования и особой технологии процесса получения изображения, недоступных простым любителям астрономии. В теории же такого разрешения может хватить, чтобы зафиксировать лунный модуль в виде одного единственного пикселя. Однако для того, чтобы понять, что вы видите именно рукотворный аппарат на спутнике нашей планеты, а не простой шум, конечно же, необходима детализация хотя бы в 10 раз больше. Если же ваш интерес состоит в том, чтобы разобраться, действительно ли американцы летали на Луну, они снимали поддельные видео с высадкой где-то в павильонах Голливуда, то вам в помощь вот эти снимки искусственного спутника Луны LRO или Lunar Reconnaissance Orbiter, камеры которого способны фиксировать объекты на поверхности с разрешением до полуметра. На них запечатлены зоны посадки миссий Аполлон-11, Аполлон-12 и Аполлон-17, где, в общем-то, неплохо различима стартовая площадка лунного модуля и следы ровера. Такие результаты доступны оборудованию станции по двум причинам. Во-первых, она располагается максимально близко к Луне, на орбите всего в 50 километрах от ее поверхности, а во-вторых, камера LRO не подвержена влиянию земной атмосферы, которая, как мы говорили ранее, сильно затрудняет получение высококачественных изображений небесных тел. А так выглядит фото центрального пика кратера Тихо. Сравните, насколько более детализированное изображение получила камера LRO, состоящая из двух модулей с диаметром зеркала всего 198 мм, по сравнению со 100-метровой тарелкой радиотелескопа обсерватории Green Bank, расположенного на Земле. Что ж, друзья, несмотря на то, что в обычный телескоп с Земли вы не сможете увидеть модуль миссии Аполлон-11 на поверхности Луны, не стоит недооценивать возможности и вклад любительской астрономии в науку. Помните, что многие открытия и интересные наблюдения даже в наше время совершают именно астрономы-любители. Ну и напоследок скажу, что смотреть на красивые фотографии планет, звезд, туманностей и галактик в интернете, конечно, довольно интересно, но увидеть своими глазами эти объекты в телескоп – нечто совершенно иное, способное подарить незабываемые ощущения. Кстати, друзья, помните ли вы, как в первый раз посмотрели на звездное небо в телескоп? Какие впечатления у вас остались? Пишите об этом в комментариях, будет интересно узнать. Что ж, я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось и было полезно. Вы, возможно, почерпнули какую-то новую интересную информацию. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нем. Ну и какие-то оставшиеся вопросы, пожелания по тематикам будущих видео или любую другую информацию оставляйте в комментариях. Давайте общаться и делиться мнениями. Еще раз напомню, что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине оптической техники observer-msk.ru. Обязательно переходите на сайт, смотрите, возможно, что-то подберете для себя по хорошим ценам. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока!